Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге января. Давайте узнаем, каковы же события первых 2 недель, с самого начала месяца. 3 главных события. Будем, конечно, реалистами, всегда об этом говорю, но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы определенно получите. Каковы будут первые дни января, и если мы говорим планетарно, 2 числа Меркурий как раз выходит из ретро-движения. И то, что прежде встало на паузу или было непонятно с какими-то задержками, или вам пришлось изменить планы, буквально в самом начале января, в самом начале месяца уже может получить развитие или какая-то оказия решить тот или иной вопрос, который прежде затормозился. Как будто не будет времени на раскачку долгую, правда? Или на долгие сборы, подготовку. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака. Итак, что придет? Достанем первую карту. В самом начале месяца, первые 2 недели. А что уйдет? 3 главных события января. Первое. Второе событие главное. И третье событие, как видят карты. Итак, что же придет? Тут у вас что-то по судьбе. Аркан старший, 20-й, суд. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. Эта карта нам говорит, что вы словно на пороге стоите между прошлым и будущим. Что-то из вашей жизни окончательно уходит, и на смену приходят новые возможности, новое качество жизни. Чего-то вы не сможете уже изменить, но дело в том, что и какая-то прежняя история определенно закончилась. Но эта карта очень добрая, позитивная, когда вам самим не захочется оборачиваться назад, потому что вы приходите к выводу, что да, вот что-то уже не имеет значения, что-то не захочется продолжать. Или, мои дорогие, это старший аркан, и всегда обстоятельства на нас по старшим арканам влияет. Значит, будут какие-то события извне. Если мы говорим про Меркурий 2 числа, который выходит из ретро-движения, у кого-то буквально документы, может быть, вы ждали, что они будут готовы. Так вот, может быть, эти документы вы ждали очень долго. И здесь это словно ускоряется, словно обстоятельства подстраивают, может быть, и подталкивают вас к чему-то. Потому что иногда так бывает в нашей жизни. Мы можем ожидать какую-то даже бумагу, документ или просто событие, решение очень долго. Но наступает тот момент, когда вопросы решаются с ускоренным каким-то темпом. И вот что-то подобное у вас как раз может с самого начала месяца прийти в движение. И вас это, безусловно, воодушевит. Если мы говорим избавление от боли, то тут, правда, какие-то добрые новости, события словно врываются в вашу жизнь. Что придет? Все уже как прощание с прошлым и встреча чего-то совершенно нового. Вот буквально так. А что уйдет, тогда мы спросим. Не могу сказать по этой карте, что уйдет, нам даже не говорят. Видимо, у каждого своя какая-то история. По пажу Пентаклей это, опять же, новые начинания. Может быть, просто вы, мои дорогие, что-то, знаете, как из своих планов пересмотрите, придете к выводу, что часть того, что я думал, мне уже сейчас как бы не актуально. Или какое-то направление вашей деятельности уже теперь не имеет смысла. Может быть, вы уже себя в чем-то попробовали и понимаете, что нет, вот здесь была моя ошибка. Вот здесь может быть, как знаете, ваше участие в каком-то деле, но когда вы еще себя не проявили, может быть, в полной мере, или буквально не увязли в каком-то вопросе, есть только начало, и вы уже можете видеть, что да, какая-то история не имеет продолжения. Но сама по себе карта, она не говорит, что это уходит. Здесь все равно у вас нет, в принципе, каких-то моментов, которые вас бы тянули назад. Здесь полный вперед. Давайте посмотрим 3 главных события. Точно. Рыцарь Пентаклей – это на долгий период времени. По этой карте буквально получение денег,
по этой карте какой-то прогресс, приезд человека к вам, или вы куда-то, может быть, отправитесь. По этой карте есть такой момент, если сложное финансовое положение, то нам приходят на помощь люди. Как минимум один человек к вам относится искренне хорошо и готов вам помогать. Это всегда проигрывается по этой карте. Помимо этого, это могут быть вопросы работы, вашего ремесла, вашего бизнеса, именно развития. Пусть нет спешки по этой карте, но и нам говорят, как марафонский забег, это вы сами можете что-то планировать основательно, когда не хочется уже, знаете, словно играть в прятки или словно делать шаг вперед и 2 шага назад. А эта карта, пусть медленного, мои дорогие тельцы, но прогресса. Давайте мы немножко ее раскроем и спросим, чем дело кончится. Но здесь в основном, конечно, дела, работа, бизнес или какая-то финансовая история. Пусть нам карты пояснят, чем дело кончится. У вас очень сильная позиция. У каждого по-своему. У кого-то это могут проиграться вопросы, даже связанные с отношениями. И отношения не обязательно про любовь. Может быть, по работе, какие-то новые грани сотрудничества с людьми надежными. Вы сами люди надежны, и вы будете, может быть, фильтровать свое окружение, кому я могу доверять, с кем я могу сотрудничать, на кого я могу положиться, кто меня не подведет. Но как бы квинтэссенция – это вы сами. И то, что вы решите. И чем дело кончится? Вашей сильной позицией, может быть, как и правильно выбрать направление, правильно выбрать свое окружение. Может быть, нам не говорят, что вы отказываетесь, но у нас карта старшего страшного суда, выходит старший аркан, и я могу предположить, что это вопросы затронут как и финансы, и вашего вида деятельности, так и вашего общения, может быть, через работу. Нечего добавить. Единственный момент. У нас всегда лев изображен по карте сила, и это прообраз нашего эго. И больше дипломатии, как будто нам будет помогать. А вот эмоции мы должны контролировать, держать на коротком поводке. И лев в этой карте изображен на цепочке, потому что будет, видимо, желание, знаете, настоять на своем. А где-то, себя больше в какой-то умеренности сохранять придется. Чем сердце успокоится? Деньгами, мои дорогие. Уверенностью, вы посмотрите, правда. Я могу предположить, что все-таки не только деньги будут, потому что по десятке пентаклей еще вопросы, связанные с нашей семьей, с нашими близкими, родными людьми, когда мы вместе что-то планируем на далекий период времени. Карта еще говорит о недвижимости. У кого-то проиграются вопросы, связанные с переездом, может быть, или с поездкой куда-либо, если вы тоже хотите поменять место жительства. Потому что по десятке пентаклей мы улучшаем что-то в плане нашего жилища, и такое тоже может проиграться. Ну, или вопросы заработков, или откуда и каким образом к вам приходят деньги. Ну, чем сердце... Чем дело кончится вашей сильной позицией, мы спросили. Чем сердце успокоится деньгами. И если, возвращаясь к Меркурию, какие-то деньги задерживались, мои дорогие тельцы, и у кого-то крупная сумма денег, вы ее получите в первых числах января. Карта совет. По пятерке мечей мы не должны какой-то конфликт обострить. Это первая победа. Не увеличить дистанцию конфликта. Вот может быть правда то, что я говорила по карте сила. Сильная позиция захочется настоять на своем. И вам придется, карта говорит, выдерживать где-то нейтралитет. Будут, видимо, те моменты, когда вас не все устроит, не все вам понравится, но будьте готовы к тому, чтобы быть, где-то отчасти, может быть, и серым кардиналом, может быть, и великим манипулятором придется быть, но вы не должны себе навредить, мои дорогие. Первая победа. Победа как будто есть, но она не должна достаться очень сильной ценой. Или, если был какой-то прежний конфликт, может быть, вам и придется быть третейским судьей, чтобы, какие-то сгладить противоречия.
Но эмоции вам не должны помешать, это точно. Давайте мы посмотрим еще одно событие. Для кого-то это может, кстати, означать отчасти вот этот старший аркан суд, когда какая-то прежняя разочаровывающая ситуация заканчивается. И для кого-то из вас поездка, переезд буквально, может быть далеко, смена ракурса как на работу, например, у кого-то это может быть «я решил делать карьеру», или смена сферы деятельности, у кого-то переезд очень далеко, это карта заслуженного успеха, правда? Помимо всего прочего, эта карта может означать, что тот ваш долгожданный успех, мои дорогие тельцы, с учетом старшего аркана, опять же, вот приходит к вам в первые 2 недели, как и по финансам, так и буквально, может быть, по работе, как увеличение вашей значимости в обществе. Правда, не побоюсь об этом сказать, потому что сильная позиция. Увеличение экспертности вашей или профессионализма, признание ваших заслуг. Давайте мы раскроем точнее эту карту поподробнее, что нам скажут. Чем дело кончится, первую карту мы с вами достанем. У каждого по-разному может это быть. Чем же дело кончится? У кого-то эта шестерка может, знаете, означать, если у кого-то были, предположим, отношения на расстоянии, или вы с вашим любимым человеком тоже были не вместе. Вот как съехаться? Король кубков часто проигрывается, наши близкие, наша семья. Вы будете что-то планировать, как быть буквально вместе, или как переехать всей семьей. Может быть, эта карта означает успех. Как? По части финансов, потому что это проигрывается по королю пентаклей. Для него 2 направления основные как бы по этой карте. Это финансы и отношения. И где-то у вас на оси отношений и финансов будут успешными к решению разные вопросы. Давайте мы посмотрим, чем сердце успокоится. Пара выпадает. Личная жизнь, правда, кто был на расстоянии, вы будете думать, как съехаться, и у вас это получится. Более какие-то конкретные, прогнозируемые ваши действия или, может быть, согласование отчасти по документам, хотя нам карта не говорит, но то, что новые возможности будут, это правда. В личной жизни какие-то изменения у вас будут в начале января, мои дорогие. И отчасти понятные финансы, но финансы все-таки это больше первая позиция по этой по второй позиции или по второму важному главному событию изменения в личной жизни. Причем это что-то успешно у вас решается. И у кого-то это может быть банально, повторюсь, чтобы как-то соединить все то, что я сказала. У кого-то это будет поездка, переезд, а у кого-то, когда мы планируем что-то наперед жить вместе. Карту совет. Выход из лабиринта. То, что прежде было на паузе, или то, что прежде было, повторюсь, на расстоянии, или то, что было, знаете, как 1000 неопределенностей. Ведь очень много планет были в ретро-движении за предыдущий год. И здесь у вас постепенно что-то отстраивается. Просто, мои дорогие тельцы, у кого-то это будет связано с работой, у кого-то конкретно сменой сферы деятельности, направления, у кого-то получение новой должности, но больше я вижу личная жизнь. Не случайно, посмотрите, карта страшного суда, старший аркан, и мы спросили, что уйдет, а нам даже не сказали, что уйдет, потому что словно уже вас пространство перестроило на какой-то новый лад. И то, что, видимо, осталось в плане не имеющем смысла, оно постепенно само как будто рассеивается, уходит от вас. Вы можете даже этому не придать значения. Тут все новое у вас на пороге. Удивительно. Третье важное событие – это вы сами, королева пентаклей. У кого-то это проиграется, как, знаете, ваши планы на будущее, ваши творческие планы, ваше вдохновение. По королеве пентаклей она из хаоса создает порядок. Вот, выход из лабиринта. И может это означать у кого-то
как ваш проект, тот, который ментально рождается как раз у королевы Пентаклей, она воссоздает в реальности вот тот райский сад, среди которого она находится, построен ее собственными руками. Осуществление мечты, намерения, то, что вы хотели, оно как будто у вас на пороге. У кого-то из вас это может быть, опять же, переезд или личная жизнь, скорее всего, вопросы. Вопросы связаны с вашим домом. Иногда по этой карте нам могут говорить, что вам придется уделять внимание самому себе или самой себе. Неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, женщины. Потому что вопросы имиджа проходят по этой карте, вопросы здоровья, мои дорогие, бодрости, потому что любой проект должен получиться. И королева Пентаклей уделяет внимание собственному здоровью тоже. Как будто это ее не должно выбить из колеи. У нее все должно быть под контролем. Иначе и быть не может по-другому, чем дело кончится. Сильная, в принципе, позиция всегда по королеве Пентаклей. Чем дело кончится? Вашим каким-то решением, с какими-то возможностями. По тузу жезлов это как и внутренний инсайт. Или может быть какой-то вопрос, который был либо на паузе, либо была тысяча неопределенностей. Для вас теперь открываются новые пути реализации, предположим. Или решаются какие-то еще вопросы. У кого-то могут конкретно в суде вопросы решаться. И после этого словно зеленый свет что-либо осуществить. Чем сердце успокоится, то есть что у вас на душе. Правда, удивительный расклад. Верховный жрец вам словно по судьбе, и само пространство вам помогает. По этой карте мы учимся на чужих ошибках. Но, предположим, возможности, ведь королева Пентакли – это карта надежности, уверенности и сильной позиции. Она еще усилена для вас картой Верховный жрец. По Верховному жрецу здесь, знаете, как успешное согласование в высоких инстанциях. У кого-то соблюдение традиций, да, и правда, у кого-то это может касаться вопросов личной жизни, когда здесь, наверное, у каждого по-своему будет. Если прежняя история была со знаком минус, и вопросы уже были, ну, буквально вы разводились, и было словно что-то затянуто, на паузу стало. Здесь может прийти в движение, и вы уже увидите какой-то финал. А для кого-то наоборот, бракосочетание и вплоть до венчания тоже проходит по этой карте. Или просто походы, может быть, за тем, чтобы оформить тот или иной документ, высокие инстанции, и это тоже проиграется. По судьбе, как будто тут очень много от вас будет даже, я бы сказала, не зависеть. Тут, скорее всего, все то, что вы сделали прежде, мои дорогие тельцы, в начале января вы получаете вот тот самый заслуженный успех. Карта совет. По пажу жезлов это всегда вот тот же самый туз жезлов, новые начинания, новые возможности, новое вдохновение. У кого-то вопросы, может быть, как знаете, и связанные с детьми, но здесь больше как по совету, то это вдохновиться нас карта приглашает с какой-то новой реальностью, не оглядываться назад, быть больше как и легким на подъем, так и быть открытым новым возможностям. И не сравнивать, может быть, теперешнюю ситуацию с каким-то прежним событием. От начала до конца уже прошлое не имеет никакого значения. Вам с самого начала января, мои дорогие тельцы, только полный вперед. Как и к денежному изобилию где-то, таким возможностям, как позитивному взгляду на жизнь, и чтобы быть счастливым, быть не одному или одной, а построить в свое личное счастье, так и сделать что-то хорошо, надежно на длительный период времени, лет на 10, на 20, буквально начиная с первых дней января. Некогда раскачиваться. Вы сами центр своих интересов с новыми возможностями. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.